В одном из самых отдаленных и высокогорных районов Центральной Азии, в суровых климатических условиях, за вами всегда наблюдает горный хищник, таинственный и загадочный зверь, которого местные жители часто называют призраком гор. Это очень сильный и ловкий охотник, который из-за своей скрытности до сих пор остается одним из самых малоизученных видов кошачьих во всем мире. Встречайте, ирбис, снежный леопард. Этого редкого и неуловимого хищника называют снежным или белым барсом, ирбисом или снежным леопардом. Многие народы, которые живут в горах, считают его символом силы, благородства и власти. Встретить эту таинственную кошку в природе непросто, потому что она ведет довольно скрытный образ жизни и обитает в труднодоступных горах, на высотах свыше 2500 метров над уровнем моря. Поэтому ирбис – это один из самых малоизученных видов диких кошек. Основной ареал обитания занимает территории горных регионов Центральной и Южной Азии, площадью 1 230 000 квадратных километров. Длина тела ирбиса достигает 130 сантиметров, а высота в холке – 50-60 сантиметров. Хвост у этого грациозного зверя очень длинный, пушистый и практически сравним с длиной тела, около 80-110 сантиметров. Масса тела самцов достигает от 45 до 55 килограммов, а самок – от 22 до 40. От холодов животное спасает теплый подшерсток и густая шерсть, длина которой на спине достигает 5,5 сантиметров. Снежный барс, светло-серый с темными пятнами, такой окрас шерсти помогает ему быть незаметным среди скал и белого снега. Главной его добычей являются горные козлы, косули, моралы, кабаргу, олени, а также зайцы и кабаны. В периоды, когда копытных мало или они мигрируют, то ирбисы питаются более мелкими животными, например сусликами, пищухами или же нападают на домашний скот. Горные хищники также не брезгуют пернатыми, это могут быть улары, фазаны и кетлики. Часто ирбисы добывают птиц на ночевках, когда те плохо ориентируются в пространстве. Летом к мясу добавляются зеленые части растений и трава. Снежный леопард является одним из самых эффективных охотников в дикой природе. Он использует эффективную тактику охоты, засадную, очень редко когда он возвращается без добычи в зубах. Во время охоты он подкрадывается к добыче как можно ближе, неожиданно выскакивает из укрытия и огромными прыжками догоняет ее. Снежного барса по праву можно считать рекордсменом по прыжкам в длину среди кошачьих, ведь в погоне за добычей он часто прыгает на расстоянии до 10 метров. Несмотря на свой довольно скромный вес, ирбис способен одолеть добычу, которая превосходит его по массе в 2-3 раза. Например, взрослый ирбис-самец может позволить себе напасть на кабана весом под 100-150 килограммов, и без проблем одолеть его. Это ловкая и сильная кошка, а также очень хитрая. Если жертву не удается догнать на протяжении 300 метров, то дальше преследовать ее не станет, так как затяжные погони очень сильно выматывают и требуют колоссальных затрат энергии. Барсы – это одиночные животные, каждый обитает в границах собственной территории. Площадь такого участка может составлять от 100 до 500 квадратных километров. Как уже было сказано, животное любит высокогорную местность и крутые каменистые скалы. Максимальная высота, на которой был обнаружен барс, это 6000 метров, но чаще всего они живут на высоте от 2500 до 4000 метров над уровнем моря. Для отдыха они выбирают удобное место в пещерах, расщелинах скал и других укромных местах естественного происхождения. Находясь в засаде, снежный барс увидел небольшую козу и началась погоня.
Пробежав несколько метров, она прыгнула в горную реку и ей удалось спастись. Хищник не стал преследовать добычу, а лишь сопроводил ее пристальным взглядом. Иногда барс ходит практически по отвесным скалам, и бывают сцены, когда он просто оступился. Упав с высоты, можно подумать, что с ним что-то произошло, но эта кошка чрезвычайно гибкая, и благодаря мягким подушечкам на лапах, которые выступают в роли амортизаторов, с ней все хорошо. Она спокойно пошла дальше по своим делам. Бывает, он подкрадывается к жертве настолько близко, что достаточно просто прыгнуть, но поймать ее не всегда получается. В горах путь преследования добычи очень извилистый и непредсказуемый, но даже в моменты падений и кувырканий по склону ирбис не выпускает ее. Такие падения не проходят бесследно, но всего через пару дней хищник снова в отличной физической форме. Несмотря на свое название, снежные леопарды не любят ходить по глубокому рыхлому снегу и передвигаются в основном по протаренным тропам. Брачный период у этих животных припадает на весенние месяцы. Самка приносит детенышей один раз в 2 года, и на свет появляется 2-3 котенка, очень редко их количество может достигать 5. Малыши рождаются слепыми с весом около 500 граммов и имеют длину тела до 30 сантиметров. Пятна на шкуре котят гораздо темнее, чем у их родителей. Через неделю котята прозревают, и первые 1,5 месяца они питаются только молоком матери, а в середине лета уже помогают ей на охоте. К началу следующей зимы подросшие котята превращаются в самостоятельных животных и покидают свою мать. В природе эти звери живут около 13 лет, а в неволе до 18-20 лет и более. Ирбисы почти не имеют естественных врагов, поэтому прятаться им приходится только от людей, которые представляют главную опасность для них. По оценкам экспертов, на планете осталось не более 4000 особей редкого хищника. На этих больших кошек охотятся из-за их шкуры и роскошного меха. Снежный леопард находится под угрозой исчезновения, поэтому охота на ирбиса строго запрещена во всем мире. Часто в местах обитания происходит строительство развлекательных центров, горнолыжных курортов и других объектов инфраструктуры. Все это плохо влияет на размножение. Специалисты считают, что восстановить численность популяции снежного барса можно в течение 15-30 лет, при условии, что будет запрещен прежде всего петельный промысел. Именно это является главной проблемой. Сейчас внедряются новые методики и технологии учета снежного барса, а к охране привлекаются те, кто раньше охотился на этого удивительного зверя. Подписывайтесь на канал и ставьте лайки.